В залах крупной корпорации «Техноинвест» царила привычная суета, но всему этому суждено было измениться в один мгновенный миг. Александр Чистяков, директор компании, в один из обычных рабочих дней решил зайти в женский туалет, не замечая, что за его дверями скрывается маленькая девочка по имени Настя. Она тихонько спала на кафельном полу, обняв себя за плечи. Эта картина тронула Александра до глубины души. Перед ним стоял воплощение невинности и смелости, которого он совсем не ожидал встретить в стенах своей корпорации. «Малышка, как ты здесь оказалась?» — произнес он, смахивая слезу с угла глаза. Но Настя лишь открыла глаза и взглянула на него с недоумением. Будучи не в силах оставить ее одну, Александр решил взять девочку под свою опеку. Однако его заместительница Татьяна, увидев их, была в полном шоке. «Александр, это катастрофа! Если кто-то увидит ее здесь, наш репутационный убыток будет непоправимым!» — воскликнула она. В этот момент Александр почувствовал, как его внутренний долг ущемляет амбиции компании. Дальше события развивались стремительно. Анатолий и Мария, родители Насти, пытались забрать ее. Но девочка, полная смелости, отказалась возвращаться к ним. Она почувствовала тепло и заботу, которых ей не хватало дома. Александр, несмотря на риск, решил постоять за девочку. Однажды, во время обеда в столовой, Настя поделилась с Александром воспоминаниями о своей матери Елене. Он вспомнил ее как талантливого архитектора, которая работала в его компании и обладала безграничным потенциалом. «Она всегда хотела, чтобы я тоже стала архитектором», — тихо произнесла Настя, и при этих словах Александр ощутил, как будто восстал живой дух Елены. Они были неразрывно связаны через свою любовь к архитектуре. Ситуация обострилась, когда в утренней газете появилась статья с обвинениями в том, что Александр незаконно удерживает ребенка. Репутация компании оказалась под угрозой. Анатолий и Мария подали в суд, заявляя о похищении. Александр, не теряя надежды, обратился к юристу, который вскоре нашел улики, свидетельствующие о подделке документов Анатолия и Марии. Это удалось сделать благодаря поддержке Татьяны, которая решительно встала на сторону Александра, изображая будущего директора компании. На одном из судебных заседаний появлялся Михаил, бывший коллега Елены, с записями ее последних дней. Установленные факты показывали, что смерть Елены могла быть не случайной. Эти записи стали ключевыми в судебном процессе, о чем Александр даже не мечтал. «Вы не можете игнорировать эту информацию», — говорил Михаил, когда судья огласил перерыв. Записи подтверждали угрозы со стороны Татьяны Морозовой, которые она высказывала в адрес Елены. Это открыло новую страницу в деле. Теперь угроза исходила не от Александра, а от тех, кто его окружал. Суд решал вопрос о будущем Насти, и аргументы Александра не оставили равнодушными ни судей, ни присутствующих. Адвокат смог разоблачить финансовые махинации Анатолия и Марии. Настя, сидя рядом с Александром, с надеждой смотрела ему в глаза. И, наконец, приговор. Анатолий и Мария лишены прав на опеку, а Татьяна Морозова оказалась под следствием за угрозы и причастность к смерти Елены. Александр уже не сомневался в своей правоте и восстал, обняв Настю. Сотрудники компании поддержали Александра. Каждый отправлял ему сообщение с простым, но важным содержанием, надеждой и верой в справедливость. На следующее утро дело стало уголовным расследованием. Для Александра это была не совсем обычная работа. Он хотел очистить имя Елены и вернуть мир Насте. «Я не оставлю это, Настя. Мы узнаем правду», — говорил он, когда они вдвоем сидели в офисе. Девочка внимательно слушала, впитывая каждое слово. В конечном итоге следствие принесло свои плоды. Анатолий и Мария были осуждены за злоупотребление и подделку, а Татьяна — за угрозы. Александр получил законное право опеки над Настей. В зале суда царил хаос. Репортеры, журналисты пытались запечатлеть каждое мгновение. Когда они покинули здание,
Александр, обняв Настю, посмотрел ей в глаза и сказал: «Мы сделали это. Теперь ты в безопасности». В этот момент шум вокруг них будто утих, и они ощутили глубокую связь, которая только становилась крепче. Вернувшись домой, Настя с любопытством исследовала каждый уголок квартиры. Вдруг ее смех раздался в пустом коридоре, как будто долгие годы тишины и одиночества наконец-то покинули это место. Несколько дней спустя Чистяков поднял вопрос о создании фонда имени Елены для студентов-архитекторов. Настя, уже проявившая свою смелость публично, выступила на пресс-конференции, говоря о честности и мужестве своей матери. Зал взорвался аплодисментами. Сотрудники компании плакали от трепета и гордости. Однажды, прогуливаясь по парку, Настя, глядя на людей, задала Александру вопрос: «А что было бы, если бы ты не нашел меня в туалете?» Александр, задумавшись, ответил, что это была судьба — найти ее. Они оба понимали, что все испытания стоили той минуты счастья, которую они прожили вместе. Годы шли, и имя Чистякова стало ассоциироваться не только с корпорацией, но и с фондом, который поддерживал молодые таланты. Настя выросла, и в ее глазах все еще жила решимость Елены. В свой 22-й день рождения она с гордостью закончила архитектурный институт, исполняя мечту своей матери. Приходим к главному зданию корпорации. Холл украшен портретом Елены и фотографией студентов-стипендиатов ее имени. Настя подошла к портрету, тихо сказала: «Ты гордилась бы мной, мама». А рядом стоящий Александр, положив руку ей на плечо, добавил: «И я горжусь тобой, Настя». Когда они вышли на улицу, Настя спросила, расскажет ли он ее будущему ребенку о бабушке. «Я обязательно расскажу о смелости и честности твоей матери», — улыбнулся он. Они оба понимали, что прошли через множество испытаний и в конце концов обрели семью, которую всегда искали. На протяжении множества лет в жизни Александра и Насти произошли большие перемены. Время изменило их восприятие мира, и они научились ценить каждое мгновение. Благодаря фонду, созданному в честь Елены, множество студентов получило возможность учиться и достигать своих целей. Настя часто посещала мероприятия фонда, выбирая для себя лучшие идеи для будущего. В один из таких вечеров, во время очередного сбора, Настя решила выступить с речью. Она говорила о том, как важно поддерживать друг друга и делиться опытом, о том, что каждый из них может изменить мир к лучшему. Присутствующие слушали ее с восторгом. Ее слова обрели новое значение для них, как луна освещает темное ночное небо. Одним из участников фонда был молодой архитектор по имени Даниил. Он был вдохновлен историей Насти и Александра. После одного из мероприятий он подошел к Насте, желая обсудить возможные коллаборации. «Настя, ты очень талантливая, и я вижу в тебе потенциал, который может изменить не только архитектуру, но и наши сердца», — сказал он, его глаза сверкали увлечением. С этого вечера они начали сотрудничество, разрабатывая амбициозные проекты, которые ставили перед собой цель изменить ландшафт города. Их работы были инновационными и прогрессивными. Но вместе с работой пришла и дружба. Скоро между ними возникли чувства, которые не оставили равнодушными ни Александра, ни его сердце. Постепенно Настя осознала, что ее жизнь меняется. Она выросла в уверенную девушку, которая была способна не только на личные успехи, но и на любовь. Она понимала, что вскоре ее ждут новые шаги и новые испытания. «Настя», — однажды позвал ее Александр, показывая чертежи одного из проектов. «Ты готова к тому, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, как когда-то это сделала твоя мама». Сгибая арку из бумаги, Настя улыбнулась. «Да, я готова, папа. Вместе с тобой и с Даниилом». Зная, что зло может скрываться долго, Александр всегда помнил, что правда найдет дорогу. Он и Настя стали надежным оплотом друг для друга и для многих других людей. Любовь, основанная на уважении и дружбе,
привела их через все испытания. Они понимали, что даже самые сложные моменты можно преодолеть вместе. Возможно, именно в этом и заключается истинная сила, в умении быть рядом с близкими, поддерживать их и верить в их бесконечные возможности.